Роботизированные мобильные боевые платформы Тимис эстонской компании Milrem Robotics покупает Япония и ворует в Украине Россия. Выросшая из латвийской UAV Factory компания Edge Autonomy в 2024 году заняла 4-е место в мировом рейтинге производителей дронов двойного назначения. Эстонская компания Starship Technologies создала крупнейшую в мире сеть роботов-доставщиков, которая включает без малого 300 зон обслуживания в 7 странах. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте! Вы на канале Андрея Деменкова «Реальная Балтия». О том, как на самом деле живут и развиваются Эстония, Латвия и Литва, без мифов российско-белорусской пропаганды. А один из главных вымыслов о нас – якобы развал промышленности после распада СССР. Поэтому с лета прошлого года на канале выходит большой сериал о реальной обрабатывающей промышленности стран Балтии. Начал я с общей картины, что представляла собой индустрия в конце советского периода, через какой кризис она прошла в 90-е и к чему пришла сегодня. Затем перешел к конкретным отраслям и предприятиям, от пищевой промышленности и стройматериалов до химии, металлообработки и машиностроения. Все выпуски собраны в одном плейлисте, ссылка в описании. Казалось бы, все основные отрасли промышленности уже охвачены. Что еще можно рассказать? Самое крутое. Но для начала повторю очень показательную историю, с которой и начинал прошлым летом этот цикл. Еще в 2022 году, вскоре после нападения России, Украина получила от союзников несколько роботизированных мобильных боевых платформ Тимис. Российский центр анализа стратегий и технологий, сокращенно ЦАСТ, так жаждал ознакомиться с передовой технологией, что предложил любому, кто доставит ее в рабочем состоянии, 1 000 000 рублей. Первоначальная ставка не сработала, и в феврале 2024 она была повышена до 2 миллионов. Настолько важна была техника для российских специалистов. Наконец, летом 2024 российские СМИ радостно сообщили, что платформа Тимис захвачена и эстонская разработка послужит интересам России. Да-да, платформа Тимис – продукция эстонской компании Milrem Robotics, которая считается одной из сильнейших в Европе в своей области. Верный потребитель российской пропаганды, которая постоянно твердит, что страны Балтии – бедная и отсталая окраина Евросоюза, которая развалила доставшуюся ей от советской поры промышленность, должен от такой новости впасть в когнитивный диссонанс. Производство боевых роботов не кустарщина в гараже. Это верхний эшелон машиностроения и электроники. Он не может взяться из ниоткуда и обязательно опирается на развитую экономику, которая выпускает хотя бы часть узлов и комплектующих, а главное, готовит классных инженеров и высококвалифицированных работников с богатой производственной практикой. Как же так? Ответ прост. Российские пропагандистские клише о промышленности стран Балтии – банальная ложь. Эстония, Латвия и Литва не просто сумели перестроить доставшуюся в наследство от СССР слабоконкурентную промышленность, но и пристроили к этому фундаменту новое, современное производство. О чем я и рассказывал на протяжении всей серии с лета прошлого года. И по уровню промышленного развития соседнюю сырьевую державу по некоторым направлениям страны Балтии оставили позади настолько, что там теперь гоняются за их технологическими секретами. Так что, когда вам в следующий раз скажут про развал промышленности, просто вспомните. За развалом не охотятся с чемоданом денег и спецназом. Охотятся за будущим. И это будущее сейчас создается здесь, в Балтии. Роботизированная платформа Тимис – лишь один пример из многих, которые стали результатом развития в наших странах передовых технологий и формирования целых отраслей будущего. Это уже настолько масштабное явление, что рассказ о них потребовал отдельного выпуска. Поскольку часть отраслей нового поколения в странах Балтии по сути двойного назначения и тесно переплетена с бурно развивающейся в последние годы оборонной промышленностью, я решил объединить эти сферы в одном трехсерийном выпуске, который самые крутые спонсоры проекта смотрели уже целиком, остальные досмотрят в ближайшее время. Друзья, большое спасибо за поддержку, она очень важна для меня. Итак, о чем же пойдет речь? Два десятилетия назад Балтия могла расти в промышленности по простой логике. Делаем то же самое, что и богатые, только дешевле. Однако к настоящему времени мы полностью исчерпали возможности роста за счет дешевой рабочей силы.
Зарплаты, особенно в Эстонии и Литве, с учетом все еще относительно невысоких цен, уже приближаются к среднему уровню по ЕС. Это привело к закономерному эффекту. Регион перестал быть местом отъезда и начал превращаться в место притяжения. С 2015 года население Эстонии снова растет. С 2019 тоже процесс идет в Литве. Все больше здесь гастарбайтеров из бывшего СССР, из Индии и многих других стран, которых уже привлекает местный уровень жизни. Параллельно мы теряем те производства, которые ориентированы на дешевую рабочую силу. К примеру, Эстония давно уже практически лишилась легкой промышленности. У южных соседей с некоторой задержкой, но идет тот же процесс. Старая модель больше не работает. История знает немало стран, которые застряли в этом месте, в ловушке средних зарплат. Самый наглядный пример – Португалия. В 1980-х она быстро росла за счет традиционной промышленности – текстильной, швейной, обувной. Но к 90-м этот ресурс закончился. Зарплаты выросли, производство стало уходить, а новой экономики на смену не появилось. Рост резко замедлился. Чтобы не оказаться в той же ловушке, Балтия должна делать то, что всегда делают малые страны, если хотят выжить в длинной игре – находить узкие ниши и становиться в них глобально значимыми. Дания сделала это в ветроэнергетике. Даже когда по количеству установок ее обгоняют китайцы, именно датчане задают стандарты отрасли, а компания Vestas остается среди мировых лидеров. Но сегодня у Дании есть еще более показательная история – фарма. Экономический рост страны напрямую связывает с успехом Novo Nordisk и ее препаратов Wegovy и Ozempic – средств для лечения диабета и снижения веса. Или Нидерланды. Небольшая страна, но именно вокруг нее крутится один из ключевых узлов мировой экономики – производство самых сложных микросхем. Компания ASML владеет технологией, которую никто больше в мире пока не может повторить. Смысл всех этих примеров один. Новые отрасли нужны не ради слова инновации. Они дают высокую добавленную стоимость, то есть позволяют платить высокие зарплаты и при этом зарабатывать. На развитие, на оборудование, на новые продукты. Даже сухая статистика это показывает. В высокотехнологичных секторах производительность труда стабильно выше, чем в остальной экономике. Поэтому ставка Балтии на отрасли будущего – это не про моду. Это про выживание в новой экономике и продолжение развития. Но за последние годы к этой логике добавился еще один фактор, и он все ускорил. Война. Те самые технологии, о которых раньше говорили как о перспективных, роботы, дроны, сенсоры, системы связи, внезапно оказались в центре реального конфликта. Не в лабораториях и не в отчетах, а на поле боя. И это меняет правила игры. Появляется спрос. Быстрый, масштабный и очень конкретный. Технологии проходят проверку не в тестах, а в реальных условиях. А вокруг них начинает расти промышленность, от разработки до производства и обслуживания. То есть отрасли будущего перестают быть будущим, они становятся индустрией. И Балтия здесь неожиданно оказывается в очень сильной позиции. С одной стороны, это по-прежнему небольшие экономики без огромных заводов. С другой, именно здесь уже есть компетенции в тех сегментах, которые сегодня оказываются критическими – автономные системы, электроника, фотоника, биотехнологии. Какие направления уже видны не в виде отдельных компаний, а как формирующиеся сектора. Роботы и автономные системы, от гражданской автоматизации до оборонных решений, в которых, несомненно, лидирует Эстония. Дроны и антидронные технологии – это уже общебалтийская история. Лазеры и фотоника – ниша, где особенно сильна Литва. Биотехнологии – сектор с чрезвычайно высокой добавленной стоимостью, где формируется новая экономика. Опять же, это в первую очередь литовская тема, но и у Эстонии и у Латвии тоже есть свои сильные игроки на этом рынке. Но этим список не заканчивается. За последние годы у этих же отраслей появился еще один слой. И он уже не про будущее, а про настоящее. Те же самые технологии начинают работать в оборонке. Причем не абстрактно, а вполне конкретно. Речь не только о дронах и роботах, которые напрямую уходят на поле боя. Речь о более глубокой конструкции, о системах связи, обработке данных, сенсорах, электронике. И о том, что делает современную технику видящей и управляемой. Это те самые глаза и мозги современной войны. А дальше к этому добавляется еще один уровень. Платформы, обслуживание, ремонт, интеграция. И, наконец, самый тяжелый слой
массовое производство боеприпасов. И это уже не теория. В Эстонии, Латвии и Литве почти одновременно запускаются проекты по производству снарядов, создаются сервисные центры для западных систем и разворачиваются новые производственные цепочки. То есть отрасли будущего начинают превращаться в индустрию. И в том числе в оборонную. Сегодня начнем с роботов и дронов. Не зря же все началось с украинской истории эстонской платформы Тимис. Но сначала, раз уж сегодня речь о технологиях будущего, представляю вам результат того, как один из таких инструментов использовал сам. Свой триллер «Питерские палачи» недавно перевел с помощью нейросетей на английский и выложил на Амазоне под названием The Russian Punishers. Если вам интересно посмотреть, как ИИ уже меняет даже книжную индустрию, ссылку найдете в описании. А теперь возвращаемся к роботам. Если в Литве разговор о будущем промышленности легко начинать с длинной научной традиции лазеров, то в Эстонии старт другой. Здесь сначала появились не великая школа роботов, а инженерная привычка собирать, проверять и доводить. Роботизация в эстонском случае выросла не из красивой футурологии, а из очень практичных задач. Как сэкономить труд, как упростить логистику, как сделать работу быстрее, дешевле и надежнее. Эта логика хорошо видна уже в самой среде. Robotex, который стартовал в 2001 году как соревнование команд Тартусского и Таллинского технического университетов, важен не рекордами, а привычкой. Придумал, собрал, проверил. Это не великая академическая школа в привычном смысле, но это среда, где быстро усваивают главное правило железа. Одними обещаниями здесь не проживешь. Потом добавилась демография. В маленькой стране нехватка людей ощущается быстрее, чем в больших экономиках. Это касается и торговли, и логистики, и сервисов, и оборонной сферы. Роботы здесь появляются не ради эффекта, вот оно, будущее, а потому, что ручной труд становится слишком дорогим, дефицитным или просто неудобным. И поэтому эстонская роботизация раскладывается не в одну историю, а сразу в несколько. В общей сложности в секторе роботостроения по состоянию на 2025 год в стране было занято около 1000 работников. Самая мирная и самая заметная для обычного человека линия – это Starship Technologies. В Таллине их роботы давно уже обыденность. Небольшие шестиколесные курьеры едут по тротуарам, терпеливо стоят у переходов, переживают снег, дождь и ветер, а потом исчезают за ближайшим углом. В этой картинке важнее всего не вау-эффект, а повседневная дисциплина. Робот в городе не должен выглядеть героем научной фантастики. Он должен просто не мешать, ехать предсказуемо и раз за разом довозить заказ. Starship запустили в 2014 году Анти Хейнла и Янус Фрис, одни из основателей всемирно известного Skype, первой эстонской компании-единорога, которые после продажи своих долей стали миллионерами. Но суть успеха компании не в громких именах, а в правильно выбранной нише. Мало создать робота-доставщика. Нужно еще разработать жизнеспособную схему его использования. Вторая часть самая сложная. На ней сломались многие аналогичные стартапы. Starship с самого начала не пыталась решить все задачи автономного транспорта сразу. Компания выбрала короткие маршруты, предсказуемую среду и тот тип заказов, который в последней миле встречается чаще всего. Еда, продукты, мелкие покупки, небольшие посылки. То есть ставка была не на универсального робота будущего, а на машину, которая миллион раз делает одну и ту же работу. Именно поэтому Starship довольно быстро ушла от красивых демонстраций к регулярной эксплуатации. Сначала были пилоты, затем коммерческие сервисы в Европе и США, потом масштаб, который уже трудно списать на выставочный эффект. Это давно уже не маленький таллинский эксперимент, а вполне взрослый международный бизнес. На сегодня это крупнейшая в мире сеть доставки подобного рода. В 2025 году у компании было уже без малого 300 зон обслуживания в 7 странах и миллионы осуществленных доставок. В автономной доставке это важнее любого рекламного ролика. Выигрывает тот, кто умеет не удивлять один раз, а работать в рутине, когда техника ломается, погода портится, а городская среда каждый день подбрасывает мелкие сюрпризы. Starship одной из первых сумела решить организационные проблемы, благодаря чему и стала лидером быстрорастущего рынка, который в немалой степени сама же и формирует.
Наконец, с 2025 года в Эстонии у Starship Technologies насчитывалось 188 сотрудников. Глобальный штат, по некоторым данным, достиг почти 490. Оборот эстонской структуры Starship в том же 2025 составил чуть менее 22 миллионов евро. Общие цифры компания публично не раскрывает, но по ряду оценок речь идет дополнительно о масштабе не менее эстонского. И по устройству собственности это тоже давно не фирма двух основателей. Проект вырос вокруг Анти Хейнла и Януса Фриса, но последние раунды финансирования пришли уже от крупного круга инвесторов во главе с Plural, а также Karma Ventures, SmartCap, Latitude, Coefficient Capital и Scala. Всего с момента своего основания компания привлекла свыше 280 миллионов долларов США. Приток денег обеспечивает бизнесу бурный рост. Если в 2025 маршруты доставки компании обслуживали 2700 роботов, то уже к 2027 их число планируется довести до 12 тысяч. Однако эстонская роботизация – это не только роботы, которых видит прохожий. Куда менее зрелищная, зато очень показательная история – Cleveron. Здесь все началось не с мечты об автономии, а с банальной боли электронной торговли. Товар можно продать через интернет, а вот выдать его клиенту быстро и удобно – уже отдельная задача. Истоки Cleveron уходят в вилендийский онлайн-ритейл On24. Сначала команда строила интернет-магазин товаров для дома, потом вынужденно собирала под него собственную логистику. Из этого в середине 2000-х вырос SmartPost – сеть автоматизированных посылочных терминалов. А после продажи SmartPost финской Ителла в 2010 году команда сменила роль. Вместо того, чтобы самим возить посылки, стала делать железо и софт для тех, кто этим занимается. Так Cleveron заняла нишу Click and Collect и автоматизации последней мили. И здесь особенно важно, что компания продавала не роботов ради роботов, а инфраструктуру. Автоматы выдачи, терминалы, программную связку между складом, магазином и клиентом. Поэтому и сама Cleveron давно выглядит не как стартап в классическом смысле, а как зрелый производитель с международной клиентурой. В 2025 году компания получила 27,5 миллионов евро выручки, а в конце года штат насчитывал 120 сотрудников. Состав владельцев тоже говорит о том, что бизнес давно вышел из гаражной фазы. Среди собственников фигурируют Bagheera, Terra Ventures, WNB Project и Nordic Secondary Fund, который в 2023 году отдельно сообщал о покупке 10% в Cleveron. Тем не менее, контрольный пакет сохраняется у эстонцев. Экспорт же здесь не приложение к основному делу, а сама его суть. Компания говорит о более чем 3000 установленных решениях по миру и о работе более чем в 50 странах. Именно поэтому эстонский проект сумел зайти так далеко, что дошел до мирового ритейлера номер один – Walmart. В американских магазинах сети появились автоматические башни выдачи Pickup Towers, и в момент максимального размаха таких систем было более 1500. Для небольшой компании из Эстонии это было входом в высшую лигу мирового ритейла. Но дальше последовал сюжет, который, пожалуй, даже интереснее самого успеха. Вскоре Walmart начал сворачивать эти башни. И это важно не как история о неудаче эстонцев, а как пример того, что в технологиях побеждает не самая эффектная схема, а та, что лучше совпадает с повседневной привычкой клиента. В США в итоге выиграла модель Curbside Pickup. Подъехал к магазину и тебе вынесли заказ в багажник. На фоне этой привычки башня внутри торгового зала превращалась в лишний шаг. Более того, в эстонском контексте вся история звучит почти иронично. У нас почтоматы с самого начала чаще ставили снаружи. По логике забрал по дороге с круглосуточным доступом, без захода в магазин и без лишнего трения. То есть модель, к которой американский ритейл пришел через пандемийный ускоритель, в Балтии изначально была бытовой нормой. И в этом смысле ошиблись скорее не наши, а американцы. Они попытались встроить выдачу внутрь магазина, а рынок проголосовал за противоположное – за выдачу без дверей и лишних шагов. Но на этом история прорывов Cleveron не закончилась. Компания попыталась сделать следующий рывок и выйти из автоматизированной выдачи в автономную доставку. В конце 2018 года энергичные вилендисы показали прототип робота-курьера. Затем его направление выделили в отдельный бизнес. Сначала Cleveron Mobility, затем Cleveron. Были пилоты, шли испытания техники в Таллине и даже в Вильнюсе в рамках местной торговой сети ИКИ. Попытка играть уже не в инфраструктуру, а в полноценную автономную мобильность.
Но здесь быстро выяснилось то, что выясняется почти везде. Автономная доставка упирается не только в инженерию, но и в капитал, масштаб финансирования. В итоге Clevan ушла с таллинской биржи, а затем перешла под контроль американской Indigo Technologies, которая выкупила компанию, переименовала в Indigo Europe и со штатом, сократившимся с 80 до 30 сотрудников, перевела в Тарту. То есть работа над технологией продолжается, но уже в рамках стратегии американской компании. И бренд Clevan американцы сохранили. Он успел зарекомендовать себя на рынке. А сама Cleveron, сохраняя базу в том ремесле, где у нее и была самая твердая основа, в разработке и производстве почтоматов, затевает уже новый инновационный проект – Rollo Robotics. В январе 2026 года в него привлекли без малого 4 миллиона евро. На этот раз речь идет уже не о роботах-курьерах, а об автономном охранном роботе на базе моноколеса. То есть даже после продажи Clevan сама инженерная школа никуда не исчезла, она быстро пошла в следующий проект. Если Starship и Cleveron показывают, как роботизация входит в повседневную экономику, то следующая история уводит нас уже за ее пределы. В Эстонии есть компания, которая использует ту же инженерную логику, модульность, практичность, расчетно повторяемую работу, но применяет ее в гораздо более жесткой среде. Да, речь пойдет наконец о Milrem Robotics, с примечательной украинской историей которой я и начинал сегодняшний рассказ. Ключевой продукт, основанный в 2013 году компанией, платформа Tracked Hybrid Modular Infantry System, или просто TIMIS. Гусеничная модульная система, на которую можно ставить разные полезные нагрузки, от транспортных до разведывательных и боевых. В одном варианте она везет груз, в другом эвакуирует раненых, в третьем несет оборудование наблюдения. И здесь важен сам принцип. Это не робот под одну задачу, а универсальная база, которая адаптируется под разные сценарии. Такая логика выглядит вполне гражданской. Сделать платформу, которую можно многократно использовать и перестраивать под нужды заказчика, спасателей, пожарных, строителей. Но именно она же делает эту технологию естественным кандидатом для оборонного применения. И на сегодня эстонские платформы используют в основном военные. У мобильных роботизированных платформ нет такого прозрачного мирового рейтинга, как у дронов. Тем не менее, позиции Milrem на этом рынке выглядят очень сильно. Ее платформа TIMIS стала одним из самых известных в мире военных UGV, то есть беспилотных наземных платформ. Если говорить о Европе, то Milrem сегодня можно считать одним из ведущих игроков, а по ряду оценок самым заметным специализированным производителем мобильных военных роботизированных платформ. Не случайно TIMIS уже используется во многих странах и оказалась в том числе на украинском фронте, где привлекла пристальное внимание россиян. Спрос на эту технику очень высок, поскольку эстонцам удалось создать по-настоящему удачную модель, одну из лучших в своем классе. Компания не просто продает технику, а стала своего рода европейским стандартом. На TIMIS ставят разведывательные модули, средства связи, ПВО, эвакуационные и ударные системы. Для Эстонии это редкий случай, когда местная фирма заняла лидирующие позиции в высокотехнологичном военном сегменте мирового уровня. В 2024 году Milrem открыла рядом со штаб-квартирой в Таллине новый завод и заявила о пятикратном росте производственных возможностей. В практическом выражении речь идет о выпуске порядка 500 платформ в год. Новые мощности позволили уже в 2025 только по программе, финансируемой правительством Нидерландов, поставить в Украину 150 платформ TIMIS. Выручка компании с 2024 года выросла втрое и в 2025 чуть не дотянула до 59 миллионов евро. Прогноз на 2026 год – 141 миллион. В начале 2026 года стартап Estonia относила Milrem к крупнейшим работодателям эстонского Deep Tech с 342 сотрудниками. Большие убытки – 32 миллиона – объясняются огромными инвестициями в строительство нового завода. Вообще, поскольку вся эстонская отрасль работостроения очень молода и находится в фазе бурного роста, она пока генерирует либо убытки, либо невысокие прибыли. Деньги постоянно идут в активное расширение. И напоминаю, что по классификации ЕС предприятие с численностью работников свыше 250 считается крупным. Финансовые показатели, оборот свыше 50 миллионов евро или баланс,
используется как дополнительный критерий. Основным является именно штат. И таких предприятий в Европе менее 1% от общего числа. При этом Милрем уже трудно назвать просто местной фирмой одного из ее основателей и бессменного главы Ульдера Веерси. После сделки 2023 года 50% компании получила эмиратская Edge Group, а остальные акции остались через Синроп у Веерси, у немецкой компании Kraus Maffei Wegmann, эстонских частных инвесторов и других сотрудников компании. Это тоже логично. Такие проекты в какой-то момент почти неизбежно упираются в необходимость больших рынков, больших денег и крупного индустриального партнера. По самой своей природе это экспортный бизнес. Милрем работает через сеть офисов и партнерств в нескольких странах, а платформы Temis к 2025 году были приняты уже в 19 странах, в основном членов НАТО. Одна из самых эффектных вех в истории Милрем – контракт с Японией. В 2024 году компания сообщила о поставке небольшой партии платформ Temis для японских сил самообороны. Для Эстонии это почти символическая сцена. Роботы из Сталина поставляются в Японию, страну, которую принято считать одним из мировых центров роботостроения. Здесь важен не только сам контракт, но и то, что он показывает уровень доверия к эстонской технике. В третьей серии, повествующей об оборонке стран Балтии, я еще вернусь к Милрем, чтобы рассказать о ее разработках сугубо военной техники. А сейчас идем дальше. Трех весьма примечательных компаний было бы достаточно для констатации наличия отрасли. Но эстонское роботостроение все же намного шире. На горизонте уже проступает следующий этаж этой истории. Если Starship, Cleveron и Милрем показывают, как роботизация уже вошла в доставку, логистику и оборону, то теперь Эстония пытается дотянуться и до самой большой, самой амбициозной сцены – беспилотного транспорта. Недавно один из самых известных эстонских единорогов, компания Bolt, которая предлагает в Эстонии и во многих других странах услуги агрегатора такси, аренды самокатов, доставки еды и продуктов, а также каршеринга, объявила о партнерстве с NVIDIA. Вместе они собираются разработать ИИ-основу для автономных автомобилей в Европе. В июне компания объявила о начале испытаний в сотрудничестве с автогигантом Stellantis первых беспилотных автомобилей и предполагает уже в недалеком будущем вывести на европейские дороги 100 000 автономных машин на своей платформе. Когда компания из Таллина встает в один ряд с NVIDIA, мировым лидером в области ИИ-чипов, это не просто пресс-релиз. Это признание того, что европейский беспилотный интеллект будет иметь эстонскую прописку. Пока критики ностальгируют по советским заводам, здесь проектируют то, как вы будете ехать на работу в 2030 году. И важно, что такая заявка возникает не на пустом месте. Таллин уже не раз служил полигоном для беспилотного транспорта, и за этими проектами стояла вполне конкретная компания – Auvetech. Это эстонский разработчик автономных шаттлов, появившийся в 2019 году и выросший из местной технологической среды. Компания вывела на рынок свои беспилотные автобусы Easy Auto, а затем более новую модель Mika. Ее решения тестировались и запускались уже в ряде стран, от Европы до Ближнего Востока, а сами шаттлы работают в десятках пилотных проектов. Именно их технологии в последние годы и обкатывались в Таллине. Сначала был Кадриорг, где автономный автобус возил пассажиров между трамвайной остановкой и музеем Куму. Потом Ylömiste, где беспилотные шаттлы тестировались уже в более сложной городской среде, связывая Ylömiste-Сити, аэропорт и торговый центр. Позже были Мустамяя и Кодулахе. Все тот же поиск ответа на один и тот же вопрос. Можно ли доверить машине короткий маршрут там, где обычный автобус слишком тяжел, слишком дорог или просто не слишком удобен? То есть речь шла не о разовых экспериментах, а о серии последовательных тестов одной и той же технологии с постепенным усложнением условий и сценариев. И, пожалуй, в этом есть своя внутренняя логика всей эстонской истории. Здесь роботизация снова и снова начинается не с красивой фантазии, а с конкретной практической задачей. Как довести еду? Как выдать заказ? Как подвести пассажира на последние мили? А уже потом, шаг за шагом, из этих маленьких задач вырастает нечто большее. Право страны участвовать в разговоре о том, каким будет транспорт будущего. А теперь еще 3 маленькие истории.
Первая история – магазины без продавцов. Это уже не выставка технологий, а будничный ответ на вопрос, что делать, если в малолюдной местности обычная торговая точка с персоналом просто не окупается, но потребность в торговле есть. Именно из такой логики выросли автоматизированные магазины фирмы Корнеко. Сначала в ноябре 2023 года в Лепнееме появился Лахепот 24/7, потом весной 2024 в Таллине открылся Дейли 24/7. И важнее всего тут даже не формат, а причина. Автоматизация приходит туда, где иначе магазин либо слишком дорог, либо вообще невозможен. Вторая история очень похожа на первую. Маленькая фирма Grab2Go тоже пытается внедрить в повседневную жизнь магазин, работающий круглые сутки почти без персонала. Кейс магазина торговой сети Selver и Grab2Go в Ильместе также показывает, что будущее розницы может прийти не в виде эффектной машины, а в виде новой организации торговли, где людей меньше, а автоматизированных процессов больше. И третья история. Яну. Робот-бармен. Пожалуй, это самый красивый пример для картинки. Футуристично, зрелищно, почти как сцена из фильма. Но он же и самый полезный как контраст. Яну впервые заявил о себе на выставке Экспо в Дубае в 2020 году. Затем один робот был установлен в баре в центре Таллина. Создатели уверяли, что при цене в 150 тысяч евро Яну способен окупить себя менее чем за год. Но рынок в это пока не верит. Дела у фирмы, владеют которой известные эстонские бизнесмены, идут не очень. Такие проекты напоминают о простой вещи. Яркая технология и массовый рынок не одно и то же. Можно сделать эффектного сервисного робота, который всех впечатляет, но это еще не значит, что он станет новой нормой. Все может упереться в цену, обслуживание, требования площадок и в готовность клиента платить за такую зрелищность. Именно поэтому эти три маленькие истории так важны. Они показывают роботизацию не как парад чудес, а как живую экономику компромиссов. Где-то машина действительно становится новой нормой. Где-то она просто помогает закрыть дыру, которую уже не может закрыть человек. А где-то остается красивым обещанием будущего. Очень эффектным, но пока слишком дорогим или слишком сложным для по-настоящему массовой жизни. Да, с темой эстонских роботов наконец-то покончено. Но Эстония с вами не прощается. Еще несколько лет назад беспилотники в странах Балтии воспринимались прежде всего как гражданская технология. Съемка, инспекция инфраструктуры, мониторинг лесов и сельского хозяйства. Но именно эта отрасль одной из первых показала, как быстро технология будущего может превратиться не просто в отдельный продукт, а в полноценную промышленность. На этом рынке среди стран Балтии выделяется Латвия. Несомненный лидер – основанная еще в 2009 году компания UAV Factory, из которой выросла международная структура Edge Autonomy. Сначала компанию купил американский фонд AE Industrial Partners, затем ее объединили с американской Jennings Aeronautics, создав новую группу Edge Autonomy. А в 2025 году всю эту структуру за $925 миллионов приобрела американская Redwire, которая специализируется на аэрокосмической инфраструктуре. То есть сегодня латвийская команда уже встроена в крупный международный оборонно-технологический контур и работает внутри него. Большой американский капитал помог компании в 2025 году открыть в Риге новый завод и увеличить имевшиеся производственные площади с 5 до 15 тысяч квадратных метров. Это уже полноценная промышленная площадка. Здесь собираются беспилотники, устанавливаются полезные нагрузки, проходит интеграция и финальные испытания перед поставкой заказчикам. После расширения в латвийской части компании занято около 270 человек, а оборот в 2025 году превысил 68 миллионов евро. Предприятие работает почти полностью на внешние рынки. Продукция поставляется государственным, коммерческим и академическим заказчикам почти в 70 стран. По данным Drone Industry Insights, в 2024 году Edge Autonomy, крупнейшая производственная площадка, которая находится в Латвии, заняла 4-е место в отраслевом мировом рейтинге производителей дронов двойного назначения, уступив только американской Insitu, немецкой Quantum Systems и индийской Idea Forge. Рядом находится Atlas Aerospace, еще один заметный латвийский производитель дронов. Здесь масштаб уже меньше и динамика хуже, но именно это тоже показательно.
В 2024 году у компании было 11 миллионов евро оборота и 88 сотрудников, а по данным за 2025 уже 3,5 миллиона евро и 43 работника. Это обратная сторона того же рынка. Рядом с тяжелым якорем вроде Edge Autonomy существует слой более компактных компаний, который сильнее зависит от колебаний спроса и контрактов. Эстония лишь немногим уступает Латвии. Здесь есть свой серьезный промышленный игрок – Triot Systems. Уже упоминавшийся ранее мировой рейтинг от Drone Industry Insights в 2024 году поставил предприятие на 13 место среди производителей дронов двойного назначения. И если в том же 2024 компания показала 38 миллионов евро выручки и имела 133 сотрудника, то в 2025 оборот достиг уже 63 миллионов, а штат на начало 2026 едва не дотянул до 200. При этом в 2026 году оборот ожидается свыше 120 миллионов. Так стремительно растет компания. Среди ее заказчиков фигурирует Украина и 7 стран НАТО, включая Великобританию, Польшу и Литву. Но сила компании не в массовости, а в специализации. Это один из самых заметных в Балтии производителей тактических беспилотных систем разведки и целеуказания. EOS Sea-Vittle – аппарат вертикального взлета и посадки для дальнего наблюдения, который компания продвигает как часть комплексных военных систем слежения. Параллельно в Эстонии существует стремительно растущий нишевой сегмент. К примеру, Kratworks к концу 2025 года выросла до 59 сотрудников, а оборот 670 тысяч евро в 2024 взмыл до без малого 14 миллионов в 2025. То есть еще недавно это была небольшая команда, а сегодня уже заметный игрок, который закрепляется на рынке за счет скорости роста и удачной специализации. Kratworks делает ставку на узкую, но критически важную нишу – разведывательные и ударные дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе. Это аппараты с многодиапазонной связью, навигацией без GPS и машинным зрением на борту. Литва в дроновом сегменте выглядит как площадка быстрого роста новых игроков. Granta Autonomy – совсем юная фирма, основанная в конце 2023 которая быстро растет и на 90% за счет внешнего рынка, прежде всего Германии и Украины. И рядом с ней Alment Defense Systems – еще одна команда, стартовавшая всего 4 года назад и сразу работающая на экспорт. Самый весомый литовский кейс здесь – RCI Europe. В 2024 году компания получила 7,5 миллионов евро выручки и имела 135 сотрудников. В 2025 показатели взмыли до 15,5 миллионов евро и 157 работников. Это уже уровень регулярных поставок и устойчивого бизнеса. И опять на 90% экспортного. Основные продажи связаны с рынками Украины, Германии и Франции. При этом RCI Europe работает не в абстрактной оборонной электронике, а в очень конкретной фронтовой нише. Компания разрабатывает системы дистанционного подрыва и управления инженерными боеприпасами. Например, комплекс RISE-1, позволяющий управлять подрывом на расстоянии в десятки километров и координировать сразу несколько зарядов. Параллельно она делает собственные FPV-дроны. То есть речь идет о решениях, которые напрямую используются на поле боя для минирования, разминирования и точечных ударов. Это как раз тот сегмент, где спрос резко вырос с начала войны в Украине и где небольшие, но гибкие компании могут быстро выйти на международный рынок. Но за последние годы дроны изменились не только количественно, а по сути. Война в Украине превратила их из вспомогательного инструмента в один из ключевых элементов поля боя. Причем речь идет не только о самих аппаратах. Важны устойчивость связи, навигация, работа в условиях помех, скорость доработок и способность быстро адаптироваться под реальные боевые задачи. Поэтому дроны в Балтии – это уже не просто отдельный продукт, а целый технологический стек. Производство, программное обеспечение, интеграция, испытания и экспорт. И именно в этом качестве они сегодня становятся одной из самых наглядных отраслей будущего в регионе. Первая часть выпуска о формирующихся в странах Балтии отраслях промышленности будущего подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Не правда ли? Странно все это для государств, которые, если верить российско-белорусской пропаганде, бедная и отсталая окраина Евросоюза. А впереди вас ждут еще 2 серии. В следующей части я расскажу о крутых литовских лазерах и довольно сильной индустрии биотехнологий, в которой вновь задает тон Литва, но и Латвия с Эстонией тоже становятся заметными игроками. До скорой встречи!